Привет, YouTube! И сегодня мы поговорим об опасных последствиях маникюра в салоне или на дому у мастера. Все знают, что в Москве наконец-то открыли салоны красоты. Ну прям ура! И согласитесь, после самоизоляции уже даже фильтры в Инстаграм не спасают. Но хоть салоны и открылись, работают они по новым условиям. Вот пишут: по требованиям Роспотребнадзора без маски и перчаток нельзя. Нельзя листать журнальчики, есть, приходить без записи и нарушать дистанцию. И ряд других мер. А еще говорят, что цены придется поднять процентов на 20. Деньги нужны на антисептики, пижамы, халаты, экраны и прочее. Но деваться некуда, в салонах очереди. И знаете, я тоже очень хочу записаться на ноготочки, потому что у меня на руках полный кошмар, но мне по-прежнему страшно. Все мы до сих пор помним, как во время карантина происходили случаи заражения короной после посещения домашних мастеров. Но знаете, в чем абсурд? Я спросила парочку своих знакомых подружек, а знают ли они, что на маникюре можно подхватить не только ковид, но и другие болезни. И все вроде бы в курсе, но как и какие, ответить затрудняются. Знают они о том, что приборы должны дезинфицироваться, но каким образом – вопрос без конкретного ответа. И самое важное, большинство стесняется спросить у мастера о нормах безопасности. Другие вообще не знают, что спрашивать. И, честно скажу, я и сама была такая же. Признайтесь, а вы когда-нибудь задавали вопросы о безопасности в салоне или у домашнего мастера? И если нет, то почему? Что вас остановило? Напишите обязательно в комментариях под видео. И может для кого-то это видео не откроет ничего нового, но кого-то может спасти от страшных последствий. Поэтому сегодня я расскажу, как и какие болезни можно подхватить на маникюре и какие правила безопасности игнорируют многие мастера. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком, делитесь с друзьями, а мы не будем затягивать и поехали! Все мы знаем, что мастером маникюра у нас может стать каждый. Буквально за неделю тебе выпишут грамоту о том, что ты прошел курсы ногтевого сервиса. Хотя можно найти курсы и на 5 дней, и на 2, и даже на 4 академических часа. Да можно вообще по урокам на YouTube научиться. Делов-то. И сразу после этого ускоренного высшего образования можно идти на Авито и кромсать кутикулу прямо на дому одним набором щипчиков салика на весь район. В итоге вот такая кровавая жуть на руках клиентов и 700 рублей в кармане. И многие думают, заживет, ничего страшного. А на картинках-то руки людей, которые потенциально могут подхватить гепатит. Кто не знал, гепатит – это воспаление печени, вызываемое вирусной инфекцией. И вот вам хорошие новости. От гепатитов и их последствий в год умирают больше людей, чем от СПИДа и туберкулеза. И случаи заражения в салонах – это стабильный процент в статистику. За маленький порез грязным инструментом, возможно, придется расплачиваться всю жизнь. Презенты в виде гепатита, герпеса и ВИЧ легко передаются через кусачки, ножницы и пилки. Москвичка Ирина Борисова, мать двоих детей, никогда не болела ничем, кроме простуды. Она, как обычно, пришла с маникюра. Когда поднялась температура, решила просто отлежаться. Но легче не стало ни на 3-й, ни на 5-й день. Началась лихорадка. За несколько часов пожелтела вся кожа. Уже в инфекционной больнице состояние резко ухудшилось. Диагноз гепатит Б. Отказ печени, 12-дневная кома. Родные готовили к самому худшему. Единственный выход – пересадка печени. Спасла Ирину именно эта сложная операция в НИИ Склифосовского. Уже после выписки женщина с ужасом поняла, где подцепила болячку. Тот случай, когда хотела красные ноготочки со стразиками, а получила пожизненный абонемент в больничку. И даже не узнаешь, откуда же вылез этот гепатит. Особенно, когда поначалу у него нет симптомов. Но как так происходит? Вы слышали когда-нибудь высказывание о том, что за границей нет нормальных мастеров маникюра? Так вот, многие жалуются. И этому есть вполне здравое объяснение. Поскольку риск заполучить инфекцию велик, в некоторых странах Европы обрезка кутикулы приравнивается к медицинскому вмешательству. Поэтому, чтобы мастер имел право делать обрезной маникюр, он должен получить медицинскую лицензию. Без наличия образования кутикулу можно просто размягчить, отодвинуть с поверхности ногтя и убрать апельсиновой палочкой. А наши частенько режут и даже не спрашивают. В 2018 году был принят ГОСТ по ногтевому сервису, согласно которому специалист должен соответствовать следующим требованиям: иметь профильное образование или иметь не менее 250 часов профильной переподготовки. Звучит неплохо, вот только этот ГОСТ предназначен для добровольного применения и никак не регулируется. А значит, всем на него плевать. До того, как в Европе запретили обрезной маникюр, за 5 лет произошло более 2000 заражений клиентов гепатитом Б. И еще было зарегистрировано около 500 случаев гепатита С. И это только по официальным данным. А многие просто не догадываются, что у них гепатит, либо не догадываются, что получили его на маникюре. В итоге обрезной маникюр оказался под запретом, а ВОЗ регулярно публикует памятки о том, что негигиеничный маникюр может стать причиной гепатита. Итак, в Европе запрещают. А что же в России? Обрезной маникюр по-прежнему могут практиковать все. Но несколько лет назад число заражений стало достаточным для того, чтобы в некоторых регионах России
Например, в Мордовии и МРЛ Роспотребнадзор выпустил более подробные требования, предъявляемые к дезинфекции и стерилизации маникюрных инструментов. И это помимо того, что существуют нормы Санпина для организаций, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. Что же в нем есть? Ну, например, положение о дезинфекции и стерилизации применяемых инструментов. Это один из самых серьезных пунктов, от соблюдения которого зависит здоровье клиентов. Этапы обработки проходят в 4 этапа. Обратите внимание на соблюдение этих правил. Если пропущен или неверно выполнен хотя бы один из них, пора задуматься о том, чтобы найти другого мастера. Итак, смотрим. После проведения маникюра все инструменты сразу же должны опускаться в специальный бокс для стерилизации инструментов, где находится дезинфицирующий раствор. В среднем это занимает от 15 до 30 минут. После этого производится очистка инструментов под струей проточной воды. Если плохо промыть инструменты, то они могут потемнеть и на них может образоваться ржавчина. Это отрицательно скажется на режущих свойствах, и вместо ровного отрезания инструмент начнет кромсать, что, соответственно, может привести к порезам и увеличить риск заражения. Именно поэтому промывать инструменты рекомендуется с помощью специальной щетки не менее 2-3 минут на каждый инструмент. Также может использоваться ультразвуковая мойка. Дезинфекция убивает в среднем 70-80% вредных организмов, поэтому ее одной недостаточно. И существует следующий этап. Это стерилизация. Инструменты, которых должно быть не менее 3 наборов на одного мастера, помещают в одноразовые крафтовые пакеты и отправляют в сухожировой шкаф. При этом есть часть инструментов, которые нельзя простерилизовать и которые должны быть одноразовыми. Это апельсиновые палочки, пемзы и пилки. А теперь давайте, пожалуйста, вспомним, как часто ваш мастер доставал пемзу или пилочку, одну такую, общую на всех. Она потрепанная уже, напиленная, стоит в стаканчике и всегда под рукой. Красота. Вспомнили? Вздрогнули? Продолжаем. Мастер обязательно должен при вас доставать инструменты из крафтового пакета. И на этом этапе нужно обратить внимание на индикатор на пакете. Темный цвет говорит о том, что стерилизация выполнена по всем правилам. Светлый цвет индикатора сигнализирует о том, что или прошло недостаточно времени после обработки, либо инструмент и вовсе не обрабатывался. Его могли просто убрать в пакет и распечатать при клиенте, чтобы создать видимость стерилизации. Также хотелось бы обратить внимание на глаз-перленовый стерилизатор, который часто можно встретить в салонах и особенно на островках экспресс-маникюра в торговых центрах. Стерилизация инструментов должна проходить за счет нагревания небольших шариков внутри. Но прибор не позволяет полностью погрузить инструменты внутрь, что противоречит правилам Санпина. Поэтому такой стерилизатор можно использовать только для фрез. Но даже в этом случае нельзя гарантировать результат. Нет никаких индикаторов, поэтому невозможно определить, была ли успешная обработка или нет. Также в случае с этим стерилизатором стоит обратить внимание на цвет шариков. Если они пожелтели или помутнели, это говорит о том, что их давно пора менять. Следующий этап, который должен соблюдаться, это хранение в специальном ультрафиолетовом боксе. Многим он внушает ложное чувство спокойствия, так как может сложиться впечатление, что он нужен для стерилизации. Однако он лишь поддерживает стерильность обработанных инструментов. Учитывая все вышеперечисленное, нетрудно понять, почему так опасны ноготочки на дому. Проконтролировать домашнюю обработку инструментов практически нереально. В лучшем случае их прокипятили в кастрюле или погрели в обычной духовке. А то и вовсе просто потерли спиртовым раствором, который, по мнению большинства, убивает все микробы. Вряд ли в домашнем кабинете вы встретите полноценный набор инвентаря для стерилизации инструментов. Иначе запрос «Как дезинфицировать маникюрные инструменты дома» не был бы таким популярным в Гугле. Из соображений экономии многие домашние мастера имеют всего один набор инструментов. При большом потоке клиентов просто невозможно успеть полноценно обработать инструменты, ведь на каждый набор нужно 1,5-2 часа. А учитывая, что каждая обработка тупит и портит инструменты, для недобросовестных мастеров это еще один повод игнорировать правила стерилизации. Но что кроме гепатита может повлечь за собой маникюр? Переходим к самому главному страху – это возможность заразиться ВИЧ. О передаче ВИЧ через инструменты впервые заговорили в 2014 году. В медицинском журнале был описан случай инфицированной женщины из Бразилии, которая поделилась маникюрным набором со своей кузиной, которая не сообщила ей о своем положительном ВИЧ-статусе. Генетический анализ показал, что источником инфицирования был кто-то из родственников. Несмотря на это, врачи продолжают говорить о том, что такие случаи крайне редки и риск заражения невелик. Об этом свидетельствует и то, что, например, в Танзании, в которую входит в десятку стран с самым высоким уровнем заболевания ВИЧ среди населения, и в которой о стерильности в салонах имеют лишь отдаленное представление, а инструменты меняются далеко не после каждого клиента, главным способом заражения являются незащищенные контакты. А распространение ВИЧ-инфекции от одного человека к другому
через совместное использование нестерильных острых инструментов колеблется от 0,5 до 3%. Но не надо обольщаться. Несмотря на редкость, в России также были случаи заражения ВИЧ через маникюр. Например, 2 случая были в Саранске. Половые партнеры девушек оказались здоровы, но сами девушки часто делали маникюр у одних и тех же мастеров, некоторые из которых выезжали на дом. Помимо гепатитов и ВИЧ, в списке есть маникюрные болячки, которые, может, вас и не убьют, но краше точно не сделают. Google говорит, что народ часто спрашивает, как дезинфицировать маникюрные инструменты после грибка дома. Пау! Вот и запалились. Грибок. Это явление нередкое после маникюра у мастера, который пренебрегает правилами обработки инструментов. Пожалуй, это самое частое последствие, с которым после неудачного похода в салон обращаются к врачу. Грибок очень устойчив ко внешней среде. Он может поселиться на пилочке для ногтей или пушере. Поэтому, если до вас был клиент с этим заболеванием, а мастер не обработал инструменты или не воспользовался одноразовыми, риск возрастает в разы. Опасность таится еще и в том, что грибок не всегда выражается в явной форме. Иногда единственным его признаком может быть обычное расслоение ногтей. Грибок чаще всего может возникать при педикюре. Также частые проблемы, связанные с педикюром, это стафилококк ногтевых пластин и синегнойная инфекция. Лечение грибковых инфекций не только может ударить по бюджету, но и устроить нагрузку на печень из-за большого количества лекарств и длительного лечения. Еще в маникюрных салонах есть риск подхватить панориций. Это заболевание проявляется в виде воспалительного процесса тканей возле ногтя с образованием гнойника в месте воспаления. Достаточно травмировать кожу и занести инфекцию. Еще из неприятных последствий, которые можно заполучить после педикюра, это фурункулез. Поэтому не рекомендуется брить ноги за сутки до педикюра. Ведь бритва может оставить на коже крошечные порезы, через которые легко могут проникнуть бактерии. Риск увеличивается, если мастер не следит за обработкой ванны для ног. Поэтому ванночки для рук и ног должны подвергаться дезинфекции с полным погружением в раствор. Также могут использоваться одноразовые чехлы. Еще одна опасность, которая может быть неочевидна, это риск заражения ВПЧ. Пемза для обработки стоп может оказаться переносчиком некоторых видов вируса папилломы человека. К примеру, если ее плохо продезинфицировали, а на ваших ногах оказались трещинки или ранки. Также, если у вас снижен иммунитет, то поход на педикюр вполне может закончиться россыпью подошвенных бородавок. И еще одна очень неприятная проблема, которая может произойти после посещения салона, это вросший ноготь. Если неправильно подрезать ногтевую пластину, то врастание и болезненные ощущения в будущем обеспечены. Педикюр – это вообще отдельная и серьезная тема. Во время этой процедуры мастер может вас не только заразить, но и покалечить, сделав инвалидом. И я сейчас говорю о прототипе Емельяна Брауде в мире ногтей – леди Коготок, которую многие знают под именем Елена Дзык. Когда-то женщина творила добро. Просто пилила ноготочки клиентам, ездила с благотворительными визитами в дома престарелых, где бесплатно помогала решить проблемы с ногтями на ногах. Защищала пластины от повреждений ткани и выкладывала на YouTube безобидные видео про дизайн ногтей. Также у Елены был свой сайт, где продавались всевозможные расходники и видеокурсы. Но потом что-то пошло не так. Видимо, пришло осознание того, что бизнес может приносить гораздо больше денег. А на кровавом шоу и эпатаже найти последователей можно куда быстрее. И начались гастроли по стране с семинарами, стоимость которых начиналась от 50 и могла доходить до 100 тысяч рублей. Ирина Секулич из Улан-Удэ не носит открытую обувь. Каждый шаг приносит ей боль. Здоровье женщины пошатнулось после того, как она побывала у мастера педикюра. У Ирины неровно росли ногти на ногах. Врачи причину не обнаружили. И женщина стала искать помощи в интернете. Нашла блог Елены Дзык. Мастер педикюра обещала сделать ногти ровными и красивыми. Заплатила за это 28 тысяч рублей. И отправилась в соседний Иркутск на очередной семинар госпожи Дзык. Были поставлены уколы ультракаина в каждый палец. Мне были вырезаны все ногти, причем очень глубоко. Ирина осталась без ногтей. Как и Светлана Сусугурова из Якутска, которая тоже прошла процедуру мастера педикюра Дзык. Женщины шли на семинары Елены Дзык, что называется, толпами. Отдавали за то, чтобы научиться мастерству педикюра и стать моделями от 10 до 90 тысяч рублей. Никаких договоров не подписывали. И на этих обучающих курсах творился полный трэш. Дзык утверждала, что ногти – это бесполезный для нашего организма рудимент, который подлежит удалению. Благодаря этому обещалось избавление от всех болезней, ведь под ногтями копятся бактерии, которые могут вызвать диабет и даже рак. Онкологию признали, тут у нас то, тут у нас все. А я говорю, что это проросли гранулемы вот туда. Ты готова к тому, что у тебя все отпустит? Коленки, вот здесь вот голеностоп и все отпустит.
Я надеюсь. Мало того, у тебя вот эти вот проблемки с маткой, они идут вот отсюда, вот они от двух больших ногтей. На моделях отрабатывалась авторская методика по избавлению от некой гранулемы, которая может разрастаться и которую нужно удалять через ногти. Все это тут же демонстрировалось на женщинах, которым она вырывала все ногти вместе с окружающими их тканями. После такого вандализма ногти у пациентов, которым не повезло к ней попасть, больше никогда не вырастут. Все это проводилось без медицинского образования и в антисанитарных условиях. Например, в комнате отеля. При этом к стерилизации инструментов она относилась достаточно беспечно, уверяя, что вполне достаточно кипятка или спиртового раствора. О степени неадекватности свидетельствовала и одна из ее учениц. Елена вкалывала лекарства в подушечки пальцев, тем самым высвечивая каналы, по которым течет лимфа. И стала выдавать это за существо, которое прилетело из космоса, которое откладывает яйца в пальцах. То, что она творила с ногтями клиентов, зрелище не для слабонервных. И я не могу показать это в ролике. Но если у вас железные нервы и стальной желудок, то вы можете найти ее работы в видео с мастер-классов в Инстаграме по хэштегу #StopDzik. Шокированные люди разворачивали кампанию с целью привлечь ее к ответственности. И даже создали петицию с требованием запретить ей работать с людьми, которую подписало почти 22 тысячи человек. Все это дало свои результаты. Уже почти год лже-гуру педикюра находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, осуществлению медицинской деятельности без лицензии и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. И в мае этого года арест был продлен еще на 3 месяца. Очень хотелось бы верить в то, что ее история послужит примером для всех, кто калечит людей. Эта ситуация является следствием того, что у нас изначально не регулируется деятельность мастеров. Например, в ряде европейских стран есть четкое разделение на мастеров педикюра и подологов, то есть специалистов, которые занимаются заболеваниями стопы и коррекциями ногтевой пластины. В странах СНГ подолог может не иметь профильного образования. Достаточно пройти обучение. В Европе подолог считается медицинской профессией и требует хотя бы начального медицинского образования, которое может длиться до 4 лет. Именно поэтому максимум салонов педикюра в ряде европейских стран – это ножная ванночка, отодвигание кутикулы и покрытие. Запрещается срезать огрубевшую кожу и кутикулу, работать с вросшими ногтями, удалять мозоли и натоптыши. Еще есть и менее опасные, но не менее неприятные последствия маникюра, которые также связаны с непрофессионализмом мастера. Это, например, онихолизис, который представляет из себя отслоение ногтевой пластины. Он может возникнуть вследствие заражения, но гораздо чаще он развивается после использования гель-лака. Его образованию может способствовать травмирование или сдавливание ногтевой пластины, неправильно выполненный маникюр, использование некачественного или просроченного гель-лака, а также длительное ношение маникюра с применением акрила или биогеля. Наращивание ногтей уже не так популярно, как, например, 8-10 лет назад. Но те, кто до сих пор его делают, тоже должны быть внимательны. На акрил или биогель возможны аллергические реакции. Они могут проявляться как сразу, так и через некоторое время. Поэтому, если вы недавно начали наращивать ногти, наблюдайте, пожалуйста, за реакцией вашего организма на все привычные вещи. Также очень вредно вдыхать ногтевую пыль от спиливания. Если вам не предлагают одноразовую стерильную повязку или на столе у мастера не стоит специальный пылесос, то здоровье клиентов в этом салоне никого не волнует. И значит, стоит обходить его стороной. Кроме этого, рабочее место мастера должно быть оборудовано системой вентиляции. Все установки должны иметь паспорта и проходить плановое ТО. Возможно ли данные требования выполнять в домашних условиях? Сомневаюсь. Также мало кто из домашних мастеров заботится о наличии медицинской книжки и прохождении медосмотра раз в год. А это обязательное требование для мастеров ногтевого сервиса. Помимо действующего осмотра, должен быть пройден сан-минимум. Он подтверждается печатью и голограммой на специальных страницах медкнижки, и действует он 2 года. Друзья, не стесняйтесь спрашивать данные документы. А еще ошибки мастеров или их неопытность могут привести к нарушению структуры ногтей. Они становятся волнистыми, ломаются, либо просто перестают расти. Но даже если мастер оказался профессионалом и все сделал правильно, все равно могут быть последствия. Если, например, у вас заболевание сердечно-сосудистой системы, эндокринной или пищеварительной, то нарощенные ногти могут плохо держаться и отваливаться, а ногтевая пластина расслаиваться. Не рекомендуется наращивание беременным, потому что врачи до сих пор не могут прийти к общему выводу о том, оказывает ли акрил или биогель влияние на плод или нет. Также не рекомендуется ходить на маникюр после перенесенных заболеваний. Ослабший организм подвержен риску новых заражений гораздо сильнее. Еще один из самых важных факторов во время процедуры маникюра – это чистые руки. И мастера, и ваши. Перед процедурой вам должны предложить вымыть руки с мылом, а затем
протереть их антисептиком. А манипуляции, при которых может произойти загрязнение рук кровью, должны выполняться только в перчатках. Еще не лишним будет прийти в салон пораньше. Тогда вы сможете оценить чистоту в помещении, посмотреть грязный пол, например, там или столешницы, есть ли разводы на зеркалах. Если все это есть, это уже может говорить о пренебрежении чистотой. Посмотрите на мастера, опрятен ли он, как происходит уборка рабочего места после прежнего клиента, выбрасываются ли одноразовые инструменты. От правильного выбора мастера зависит очень многое. И речь не только о внешнем качестве работы, но и о вашем здоровье. Очень показательным выглядит опрос, проведенный среди 150 мастеров маникюра в Бразилии. Мне кажется, что во многих странах, где образование и деятельность мастеров не регулируются законодательно, будут подобные результаты. Просто вдумайтесь в эти цифры. 90 человек из 150 использовали пушер, пилки, кусачки и палочки более чем у одного клиента. 44% мастеров не моют руки до и после клиента. И только 3% мастеров знают о способах передачи гепатита и как действовать, чтобы его предотвратить. Только 20 человек из 150 знали, как правильно стерилизовать оборудование. И только 60% использовали сухожар. Но всего 7% знали нужное время и правильную температуру. И ни один из опрошенных мастеров не выполнял правильно дезинфекцию стола. А вот теперь скажите, пожалуйста, вы все еще считаете маникюр безопасной процедурой? Уверены ли вы, что ваш мастер знает все нюансы своей работы? Для многих стать мастером ногтевого сервиса – это способ легких денег. И в погоне за увеличением прибыли они могут начать экономить на расходниках, что скажется на вашем здоровье. Ну а сейчас вспомните, пожалуйста, ваш последний визит к мастеру. Что из вышеперечисленного было сделано, а что нет? Да, за многими нюансами мы уследить не можем, но большинство требований, предъявляемых к мастерам ногтевого сервиса, проверить возможно. Пожалуйста, еще раз повторюсь, не стесняйтесь спрашивать мастера, как обрабатываются инструменты. Если вы решили прийти в новый салон впервые, поищите отзывы в интернете, спрашивайте документы, медицинские книжки. Если вам отказывают, лучше найдите другого мастера. По возможности выбирайте аппаратный маникюр. Он снижает риск заболеваний. Избегайте ванночек, они могут оказаться большим рассадником бактерий. Если вы очень переживаете за свое здоровье, приобретайте свой личный набор инструментов для маникюра, который нужно брать с собой при каждом визите в салон. Жизнь у вас одна, и не стоит подвергать риску свое здоровье. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в следующем видео. Ну а если вы не смотрели предыдущие выпуски, обязательно посмотрите, там много всего интересного. Ну а мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Пока-пока.